Сегодня хочу рассказать о прекрасной семье, с которой 13 лет назад произошли по-настоящему удивительные события. Хотя сами Варвара и Дмитрий без сомнения назовут случившееся настоящим чудом Божьим. Дело в том, что молодые люди с детства по-настоящему верующие люди. Во многом именно этот факт и стал определяющим в их дальнейшей жизни. Ребята полюбили друг друга еще в школе, а поженившись, конечно, очень надеялись на появление детей. Но случилось так, что их первенец-мальчик родился очень слабеньким и покинул этот мир через несколько недель после рождения. После этого Варвара не могла забеременеть, и врачи порекомендовали паре гормональную терапию. Результат превзошел все ожидания, Варя забеременела пятерняшками. Это была настоящая радость, ведь большая дружная семья – это как раз то, о чем Дима и Варя всегда мечтали. Но врачи были не столь радостны в своих оценках. Они опасались за течение беременности и жизнь будущей мамы, поэтому тогда и предложили сделать редукцию нескольких плодов. Но для православной пары это научное слово «редукция» звучало как безжалостное убийство, и они решительно отказались. Ведь если Бог дал пятерых, кто имеет право лишать их жизни? Пара побывала почти во всех главных клиниках страны, где занимаются многоплодными беременностями, но нигде не брались вести такой сложный случай. Главный врач одной из них, правда, посоветовал поехать за границу, быть может, там возьмутся. Варвара и Дмитрий стали искать такую клинику, и скоро на их просьбу откликнулись английские врачи. Правда, средств, чтобы оплатить их помощь, у Артамкиных не было. Семье оставалось только молиться и верить в чудо. И оно произошло. Об их проблеме узнал состоятельный человек, занимающийся благотворительностью, он-то анонимно и оплатил семье все пребывания в английской клинике, включая роды и восстановление. А дальше все произошло самым чудесным образом. Все 5 девочек родились совершенно здоровыми и вскоре вернулись домой вместе с родителями. История тогда получила широкую огласку, и Артамкиным дали просторную 4-комнатную квартиру, стали получать они и положенные пособия, ведь работал теперь только Дмитрий. А его зарплаты преподавателя математики в вузе, конечно, на такую большую семью не хватало. Семья обходилась без нянь и помощников, все хлопоты о детях взяла на себя Варвара, а Дмитрий во всем поддерживал жену. В их сердцах навсегда осталась благодарность английским врачам, которые буквально совершили чудо. И родители хотели, чтобы девочки знали об этом. Поэтому, накопив деньги, через 7 лет они снова посетили клинику всей семьей и сердечно поблагодарили весь медицинский персонал за их помощь, доброе отношение и необыкновенное терпение. Врачи же, увидев малышек, которых они помнили новорожденными, очень обрадовались гостям. Вот так трудные жизненные обстоятельства связали простую русскую семью с отзывчивыми врачами из Великобритании. Именно в таких ситуациях приходит понимание, что кругом на земле живут такие же люди, как в любой другой стране, и не может быть разделения на плохие и хорошие народы. Вся разница между нами в традициях и привычках. И я совершенно согласен с идеей о том, что нет плохих народов, есть плохие люди. Иллюстрацией этой фразы и служит сегодняшняя история. Ведь помогли семье Артамкиных английские врачи, а оплатил эту помощь наш соотечественник. Получается, что, когда люди не делят друг друга на своих и чужих, всегда все и складывается лучшим образом. Когда узнаешь о добрых поступках людей в разных уголках мира, то начинаешь понимать, что нельзя ограничивать себя, отделяя от других. Сейчас, спустя 13 лет после своего рождения сестры Артамкины, все такие же дружные, теперь они уже помогают маме по хозяйству, и в семье царит мир и покой. Кроме школы, девочки посещают дополнительные занятия. Но не все одни и те же. Родители внимательно наблюдают за талантами дочерей и направляют их именно по тому пути, который приносит радость. Правда, все 5 изучают английский язык и ходят в воскресную школу при своем храме, где уже несколько лет поют в хоре. Всей семьей Артамкины ездят отдыхать и принимают участие в семейных играх и соревнованиях. Папа девочек Дмитрий 2 года назад был рукоположен в сан священника и является настоятелем князь Владимирского храма в Лиховом переулке в Москве. А Варвара так и не вышла на работу, ведь помимо воспитания пятерняшек, у нее теперь особое матушкино служение. Желаю этой прекрасной семье счастья, добра, здоровья и помощи Божьей во всех начинаниях, а всем людям на земле жить в мире и гармонии. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.